Дед Мороз для взрослых. Автор рассказа Андрей Репницын. Андрей сидел за праздничным столом. Скоро от тещи должны были вернуться жена и дети. В дверь позвонили. «Что-то они рано как-то», — отметил для себя Андрей. Он прошел по коридору и открыл красивую металлическую дверь с незамысловатым узором из ромбов на ней. На пороге стоял Дед Мороз. Легкая улыбка появилась на лице Андрея. «Здравствуйте! С Новым годом! С новым счастьем!» — пробасил Дедушка Мороз. «Спасибо, дедушка, и тебя тоже. А не здесь ли живет мальчик Андрюша?» «Тут, дедушка». Андрей уже не мог сдержать улыбку на лице. «Здесь живет Андрюша, только он уже давно как не мальчик». «Ну, значит, все верно. И мне ведь не ребенок нужен, ведь я же взрослый Дед Мороз». «Чего? Взрослый Дед Мороз?» — рассмеялся Андрей. Все это принимало очень комичную ситуацию. Это в смысле для взрослых, что ли? «Ну да, есть детский дедушка, а я для взрослых», — подмигнул Дед Мороз. Опешил Андрей. «Я, конечно, все понимаю, дедушка, но должен тебя огорчить, что я люблю женскую половину человечества. Ну, то есть я не по этим делам, ты меня понимаешь? Был бы ты Снегурочкой, тогда бы...» «Снегурочка пока задерживается, позже будет. Ну так что, Андрюша, может, пустишь уже Дедушку Мороза за порог?» Делая шаг вперед, сказал дед. «Я же говорю, вы, видимо, ошиблись. Мы не заказывали Деда Мороза», — остановил его Андрей. «Что значит «не заказывали»? Я вам что, аниматор какой-то или клоун?» — нахмурился дед. «Я иду туда, куда считаю нужным, и поздравляю того, кто этого заслужил». Ударив посохом, злился дед. «Ну правда, мы не заказывали никакого Деда Мороза. Дети у нас уже большие и знают правду. А уж тем более взрослого Деда Мороза мы никак не могли заказать». «Да что ж такое? Идешь к нему с чистыми намерениями, со всей душой, в хорошем настроении, а он тебя даже в дом не пускает!» — возмущался Дед Мороз. Он достал из мешка мятый листок и прочитал. «Ларьков Андрей Васильевич, это ты?» «Я», — удивился Андрей. «Ну так что ж ты меня путаешь, Андрюша? Правильно я пришел. А ну-ка пойдем в дом». Андрей удивился, но отошел в сторону. «Что это? Может быть, розыгрыш друзей или жены? Точно! Вот почему они под вечер ушли к тёще якобы провожать Старый Новый год. «Ну, Алиска, придешь, мы с тобой поговорим», — подумал он про себя. Дед Мороз вошел в коридор и пробасил. «Ну, где у нас елочка?» «В той комнате», — ответил мужчина. Пока дед проходил в гостиную, Андрей выбежал на площадку и внимательно осмотрел лестничный проем и закуток мусоропровода. Никого. «Странно все это», — подумал он. «Видимо, в доме стоят скрытые камеры». Мужчина забежал домой и прошел в комнату, в которую ушел дед с красным потрепанным мешком. Дед Мороз уже сидел на диване и ел мандаринку. На краю стола стояла пустая рюмка с еще оставшимися на дне каплями водки. Андрей немного опешил от таких хозяйских действий незваного гостя. «Ну что, Андрюша?» — начал Дед Мороз. «Ждал меня, наверное?» «Вообще-то...» — хотел было сказать Андрей, но бородатый мужик его перебил. «Вот и пришел я. Долго я иду, да и не к каждому. Ну, раз уж пришел, то давай по существу. Ты меня порадуешь, и я тебя». «Что?» — удивился хозяин квартиры. «Что значит порадую?» «Ну, ты что, совсем не понимаешь? Чем можно порадовать Дедушку Мороза?» «Стишками, что ли?» — не понял Андрей. «Ну какими еще стишками? Ты еще станцуй мне или песенку спой. Я ж не детский Дед Мороз, слушать такое. Ты меня порадуй своими достижениями, что в этом году хорошего сделал, что купил, продал, заработал». «Какими достижениями?» — продолжал удивляться парень. «Слушайте, вы точно уверены, что пришли по правильному адресу? Скажите честно, вас Алиска заказала? Или кто-то из моих друзей?» «Ну ты баран, Андрей! Ты что, не видишь, кто перед тобой?» «Вижу. Дед Мороз. Вы знаете, я и сам на работе подрабатывал дедушкой». Ему снова не дали договорить. «Какие к черту подработки?» — ругался дед. «Ты не видишь, что ли, кто перед тобой? У меня такое ощущение складывается, что ты вообще не верил в мое существование». «Вообще-то...» — Андрей отвел глаза в сторону и тихо добавил. «Да, не верил. А что, надо было?» «Очень зря. Я есть. И как же меня угораздило прийти к тебе, ума не приложу. Ощущение такое, что мои помощники что-то напутали, дав мне твой адрес». «И я о том же говорю», — улыбался хозяин квартиры, помогая дедушке встать и покинуть комнату, выводя его в коридор. «Видимо, в вашей конторе произошел сбой. Такое бывает». «Так, стоп.
— остановился дед. «Летом на реке ты спас девочку Олю?» «Ну, я», — опешил Андрей. «Так это что, она вас заказала?» Вдруг осенило хозяина квартиры. «Да что ты заладил? Заказала, не заказала? Можешь ты уже понять, что я настоящий. Не заказной, не переодетый сосед. Настоящий!» «Ага», — засмеялся Андрей. «Держи карман шире. И борода у тебя настоящая, да?» Он дернул со всей силы Деда Мороза за бороду, отчего тот заорал, как резаный. «Ой, извините. В самом деле борода настоящая». «Я тебя сейчас заморожу! Ты что себе позволяешь?» «Извините, я нечаянно». «Так что вы там говорили про достижения?» «А то! Порадовал, говорю, ты меня своими поступками в этом году. Хочу узнать подробности всего, но, увы». Он глянул на часы на стене. «Времени совсем не осталось. Ты, в общем, продолжай в том же духе, короче. А теперь я хочу узнать, что хочешь ты. Чем бы я тебя мог порадовать?» «Это в смысле желания?» «Конечно!» «А что можно загадывать?» «Все что угодно». «Что?» — удивился Андрей. «Прям вообще что угодно?» «В масштабах разумного, конечно», — откусывая соленый огурец, пояснил дед. «Ну и еще с одним условием». Мороз дожевал огурец и добавил. «Желание должно быть лично для себя. Нельзя попросить какому-нибудь Васе Пупкину, чтобы к нему жена вернулась, или чтобы он в лотерею выиграл, ну или поднять кого из мертвых, этого я не могу. А так, в принципе, все, что желает душа. И да, самое главное. У тебя осталось 8 минут». «Почему 8? «Сам долго не хотел пускать меня в дом, это уж не моя вина. У меня все строго регламентировано, по полчаса на человека. Уже прошло 22 минуты. Ты же у меня не один, так что поторопись». «Ну, совсем уже», — расстроился Андрей. «Ты бы хоть предупредил, я подготовился». «Совсем уже с дуба рухнул. Предупредил. Может, еще письмом уведомить заказным? Делаешь добро, а тебе еще и претензии предъявляют. Ну что за народ пошел? Я и так пропустил вводную часть, в которую ты меня должен был удивлять и поражать. Ну что за человек?» «Я даже и не знаю, что загадать. А что обычно загадывают?» «Ну, это кому что надо. Кто денег чемодан, кто девочек красивых в новогоднюю ночь, кто машину, кто дом за городом. Я называю это материальное желание. А есть категории людей, которые загадывают что-то другое. Я их называю фантазеры». Дед улыбнулся. «С этими сложнее все, но зато интереснее». «Фантазеры?» — удивился Андрей. «И что же они фантазируют?» «Разное. Один попросил себе способность чуять грибы в лесу, представляешь? Зато сейчас гуляет по лесу и чувствует все грибы подряд. Он ведь не уточнил, что его интересуют только съедобные грибы». Дедушка Мороз рассмеялся. Еще один деятель был, попросил возможность читать мысли. Только недолго он после этого прожил. Умер от неперестающих бубнить что-то в его голове чьих-то чужих голосов. Выбросился в окно. Дед указал на окно в комнате. «Это я к тому, что внимательнее отнесись и четко сформулируй свое желание, так как изменить его не будет возможности». Дед посмотрел на часы. 3 минуты, кстати. Андрюша, давай, что ты там придумал?» Андрей задумался. А что ему надо? У него вроде все есть. Семья, дети, дом, машина, деньги. Что еще надо для счастья? Какие-то супервозможности, но какие? За пару минут такое и не придумаешь. Да и нужны ли они ему? «Ну и что ты загадаешь?» — спросил Дед Мороз. «Последняя минута выходит». «Спасибо, дедушка. Ничего не надо. Все, что надо, у меня есть. Загадал бы я кому-то другому что-то полезное, но нельзя. А для себя ничего не надо. Достаточно того, что уже есть». «Вот ты хитрый!» — улыбнулся дед. «Третий тип желания выбрал, самый редкий. Счастье загадал. Ну что ж, исполню». «Счастье?» — удивился Андрей. «Да, счастье в новом году», — вставая с дивана, сказал Дед Мороз. Он задорно подмигнул мужчине, стащил со стола кусок колбасы и вышел в прихожую. В этот же момент в дверь позвонили. «Это за мной, похоже. Снегурка пришла», — улыбнулся дед. «Нагнала, наконец». Дед оттолкнул хозяина в сторону и открыл входную дверь. На пороге стояла белокурая девица с косой, в голубом кружевном пальто и белых сапожках. Ну, форменная Снегурка. «Дед, вот ты где! Я тебя обыскалась уже. Опять ты по квартирам шастаешь. Вы извините ради бога.
обратилась она к Андрею, вытаскивая деда за шкирку на площадку. «Он у нас немного не в себе, возомнил себя Дедушкой Морозом. Это у него всегда обострение перед Новым годом такое. Дедушка Мороз хренов». Она повела носом, принюхиваясь возле его лица. «Ты что, выпил опять? Ну, дедушка!» «Цыц, внучка! Не портите настроение хорошим людям!» Нажимая на кнопку вызова лифта, заговорил дед, опрокидывая в рот кусок колбасы, который он стащил еще перед уходом. «Простите, пожалуйста, и ради бога, не слушайте вы его. Не верьте тому, что он вам наобещал. Он так-то хороший, добрый, вот только помочь всем постоянно желает. Как Новый год подходит, так и начинает крышу сносить. Еще раз извините за дедушку и с наступающим вас Новым годом». «И вас», — улыбнулся Андрей. Снегурочка затолкала в кабину лифта Деда Мороза и помахала на прощание ошарашенному хозяину рукой. Андрей закрыл дверь и прошел в комнату. На столе разрывался телефон. Звонила жена Алиса. Мужчина вдруг вспомнил, что обещал встретить ее у подъезда. Бедная, наверное, замерзла там с детьми в коляске. Он выбежал на улицу. Супруга сидела в инвалидном кресле с коробкой торта на коленях. Рядом с ней весело бегали дети и кидались снежками. Такую он видел свою вторую половину уже на протяжении 6 лет после той трагедии, когда автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся. Из 40 человек выжило лишь 7, в том числе и его жена. И он был искренне рад этому, что она осталась жива. К сожалению, позвоночник был сильно раздроблен, что и явилось причиной паралича нижних конечностей. Врачи сказали, что ходить Алиса уже никогда не будет. Но главное, что она жива, и он ее очень любит. Этот праздник они весело отметили. Андрей рассказал Алисе об интересном Дедушке Морозе, посетившего его, пока они гостили у тещи. Они вместе посмеялись над этим. После боя курантов вместе с детьми они пускали фейерверки на улице и счастливые легли спать в середине ночи. Это был чудесный Новый год, который Андрею запомнится на всю жизнь, потому что утром, когда Андрей готовил на плите завтрак, Алиса, медленно передвигая ноги и опираясь на стенку, сама вошла на кухню. Не забывай подписаться и поставить лайк под роликом, если тебе нравятся подобные рассказы и подача. Всех с наступающим Новым годом и до скорого!